Всем привет, меня зовут Алла, и в сегодняшнем видео приглашаю вас посетить вместе со мной вот этот магазин секонд-хенда. Территориально это город Киев, правый берег, район Электромаша. Кстати, напишите в комментариях, какой формат видео про секонд-хенды вам больше нравится. Когда я показываю сам магазин, показываю их ассортимент, то есть съемка прям внутри магазина, либо же когда я показываю распаковки того, что же купила в секонде. Такая обратная связь для меня очень важна, так как она помогает мне определиться с форматом моего контента. Итак, в этом магазине ну просто огромнейшая площадь и, естественно, огромнейший ассортимент абсолютно разных товаров. И некоторые из них меня прям очень удивили. Какие-то я видела впервые в своей жизни. Конечно же, вам покажу и расскажу, что это было. Здесь вот такие милые коробочки, упаковочки, всякого здесь просто, ну, я не знаю, чего здесь только нет. Также бижутерию всю рассмотрим поближе. И здесь, смотрите, я увидела маленькую швейную машинку детскую и даже не одну. К сожалению, очень высоко находились и неудобно по расположению эти полки, так чтобы добраться к ним поближе у меня не удалось. Также очень много вот таких разных украшений. На любой вкус и цвет, как говорится, здесь точно можно найти каждому. Смотрите, вот натуральный камень. Вот такие. И бисер, и бусинки. И ну просто, я не знаю, это каждый раз вот я подхожу, и здесь, даже если вы будете стоять 2 часа, рассматривая, вы все равно будете видеть что-то новое, что не видели ранее. Здесь вот такие также есть, смотрите. Зеркало можно примерить. Коробочки абсолютно разные. Есть винтажные, видите? На самом деле в этом магазине я была всего 2 раза. И если честно сказать, что мне там постоянно хочется туда заглянуть, что там новенького привезли, то нет. Потому что всего 2 нюанса, которые меня не устраивают в этом магазине. Первое — это очень навязчивый сервис, и я этого терпеть не могу. Я человек творческий. Вы знаете, что я покупаю в секонд-хенде чаще всего товары, которые я буду перешивать, переделывать, доделывать. И я, например, когда подхожу к отделу с джинсами и беру там большой размер джинсов, это не означает, что мне нужно стоять за моей спиной и говорить: это не ваш размер, он вам не подойдет. Ну какая разница, что если я ее взяла в руки, значит, ну, оно мне для чего-то нужно. Я не нуждаюсь в комментариях продавцов, там, модно это, не модно. В общем, я такое не очень люблю, поэтому такой сервис меня очень сильно отталкивает от магазинов. А второй, наверное, самый весомый аргумент, почему я здесь так редко бываю, это то, что не на всех товарах, а давайте так я скажу, в большинстве товаров, которые меня лично интересуют, нет ценников. И когда ты спрашиваешь, сколько это стоит, то складывается впечатление, что цену они называют просто либо с головы, либо оценивая там, не знаю, что твой внешний вид или как. Ну, в общем, я так не люблю. Я люблю прийти, понимать, сколько это стоит, и тогда самой определяться, нужно мне это или нет. Но, тем не менее, ассортимент интересный, и опять же, есть что посмотреть, есть что показать. Смотрите, какие прекрасные бусы. Вот эти очень легкие. На самом деле они выглядят так массивно, но они очень-очень легкие. Кстати, встречала такие сумки с такими ручками. Очень интересно смотрятся. Вот такие разные богатства. Тут опять же коробочки. Вот это мне очень понравилось. Она такая тяжелая. И вот так выглядит. Ну, это 100% винтаж. Я не знаю, как насчет антиквариата. Возможно, он тут тоже есть. Я в этом небольшой специалист. Но то, что здесь много разных интересных
вещичек это 100%. Смотрите, какие колокольчики из бисера. И вот такое очень красивое украшение. В общем, да, здесь только в одном отделе, и это очень маленький такой уголочек, в котором можно провести несколько часов, рассматривая все эти прелести. Смотрите, как повешены кольца. Их здесь, ну, вы представляете, да, сколько? Ну, в общем-то, вот так. Еще одно бисерное изделие. Вот такие полки, вот такие витрины. Смотрите, какой красивый, очень интересный. Булавочки, бусы из дерева. Ну, согласитесь, здесь просто на любой вкус. Каждый, мне кажется, найдет для себя что-то интересное. Также много очков, чехлов. Конечно же, тут будет и швейная тематика. Просто настолько всего много, что хочется побольше показать. Кстати, если вы смотрите это видео и были в этом секонд-хенде, напишите свои отзывы. Очень интересно, что вы думаете по поводу ассортимента, по поводу обслуживания, ну и как вообще вам этот магазин. Кстати, вот такой набор бисера. Здесь есть цена, но бисер китайский, и эта цена не соответствует вообще, в принципе, магазину в секонд-хенде. Даже если такой же набор с китайским бисером купить, можно за полцены новый. Ну и тут он как бы новый, да, но все равно, когда ты приходишь в магазин секонд-хенда, ты подразумеваешь, что ты купишь что-то либо эксклюзивное, либо дешевое. Но явно не приходишь туда купить в 2 раза дешевле китайский ширпотреб. Вот. Тут даже есть посуда. Вот так это все выглядит. Вот это как раз-таки штука, которую я видела впервые в своей жизни. Я такого нигде и никогда не встречала, даже не задумывалась, что такое можно придумать. А вы напишите, поняли ли вы, что это? Видели ли вы? Возможно, у вас есть такое. Ну, я сразу не поняла, что это. А потом почитала, поняла, улыбнулась, ну и положила на место, конечно же. Так, смотрим дальше. Что у нас здесь? И духи, и какие-то разные вот повязочки, какие-то держатели, вот даже чья-то медаль. Что тут еще у нас есть? Смотрим. И, кстати, да, иногда я опускала камеру вниз, только потому что когда ты снимаешь видео и проходят люди, они не должны попадать в кадр. Поэтому ну, я стараюсь, и если даже люди попадают, то либо задом, либо боком, ну, в общем, так, чтобы не было видно лица. Так, дальше. Вот такие книги, смотрите, очень яркие, красивые, для деток. Кстати, вы покупаете такое деткам или нет? Или то, что они на разных языках вас смущает? Но они очень яркие, картинки очень красивые. Это стенд с сумочками, и вот это мне прям очень понравилось. Смотрите. К сожалению, сейчас мне такую сумочку некуда носить, но она прям достойная. Смотрите, внутри хорошее состояние. Вот такая ручка. В общем, несмотря на то, что на ней есть такие небольшие пятнышки, но я думаю, что они вполне можно их очистить. И вот тут я уже готова идти дальше, но опять же я что-то увидела на полочке, и мне хочется это посмотреть поближе. Никак я не отойду от этих стоек с украшениями. Да, вот тут все и в коробках, и так. Ну, в общем. Вот, что это? Что-то для детей. Так, это тоже для деток. А тут я уже
нашла швейные штучки. Вот такие разные пуговицы, смотрите, очень красивые и матовые, и вот такие кошачьи глазки. Вот этот цвет мне очень понравился. Такое пальто в таком ментоловом цвете было бы очень красиво. Конечно же, тут ассортимент не как в рукодельном магазине, но тем не менее количество достаточное. И если подходит размер и цвет, то здесь вполне можно взять себе. Смотрите, разные. Такие прозрачные. В общем, идем дальше. Здесь что у нас? Бусинки. Хочется посмотреть. И здесь какие-то вот такие, не знаю, что это, ручки к чему-то. Похоже на соски. Так, дальше. Вот эта сумка мне очень понравилась. Она из натуральной кожи. Это натуральные ракушки. Вот такие. Здесь, конечно, сумка в не самом лучшем состоянии, но смотрите, фирма. Но если взять и перешить, так ради... Вот, кстати, смотрите, ручка похожая на то, что я показывала ранее. Карабины, смотрите, какие прям супер. И тут, кстати, была точнее цена. Смотрите, этот стенд, если одну вещь берешь 80 гривен, это примерно 2 доллара. Если две, то за 150. И вот как раз таки показываю фурнитуру, да, то есть сумка может быть не ахти, там с дырками или с какими-то, но даже ради фурнитуры за такие деньги, я считаю, можно брать. Ну, понятно, что и количество, и качество фурнитуры, опять же, таки разные, но есть прям достойные. Вот эта сумка тоже очень интересная. Также была целая коробка с молниями разными. Ну, смотрите, вот УКК, хорошая фирма, очень качественная. Молнии. Также целая коробка с разными вот такими вышивками ручной работы, целыми картинами и также вязаные элементы. Кстати, кто смотрел мои распаковки, то я покупаю часто такие интересные работы. Иногда я их использую просто в качестве декора, либо же украшения, а иногда перешиваю, делаю что-то, добавляю, что-то наоборот убираю. Ну, в общем, тут такого добра целая коробка. Так, и что мне здесь еще какая-то резиночка попалась, целая бобинка, видите? Казалось бы, это кто-то, наверное, себе ее спрятал. Вот. Так, салфеточки. В общем, сейчас я прохожу ряды с вещами. В этот раз я не смотрела вообще никакие вещи, ни джинсы, всего этого у меня уже хватает. И если вы помните, одно время я брала очень много вещей, распускала на пряжу, то сейчас я по вещам практически не хожу. Ну, потому что вы видите масштабы. Ну, я не знаю, сколько часов, целый день или 3 дня нужно провести, чтобы это все здесь просто пересмотреть. Вот, например, кожаные куртки, пиджаки, вот целый стенд, целый ряд. Я ищу игрушки, точнее, я пытаюсь к ним дойти. Также здесь, видите, такие стойки. Вот, красота, нарядные платья. И вот я дошла до игрушек. Тут как раз таки прям вывеска «Цены на кассе». И вот на кассе они придумывают, не знаю, как попало. Кстати, в ближайшее время я планирую поездку в Одессу и также планирую посетить свой уже любимый секонд-хенд в Одессе. Я его уже несколько раз показывала на своем канале.
И опять-таки жду от вас обратной связи, что бы вы хотели, чтобы я прям внутри в секонд-хенде снимала, либо же уже показывала распаковку. И на этом видео подошло к концу. Если оно вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий с обратной связью. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.